Всем привет, это Бостон. При игре за ассасинов ключевую роль играет то, как ты ведешь себя на поле боя, насколько успешно ты роумишь линии и фармишь. Но это тема для другого видео. В этом я расскажу про лучшие сборки и самые популярные предметы для ассасинов, как они работают и почему именно эти предметы нужно собирать. Поехали! Начнем с Селены. Селена – герой магического типа. Вот ее сборка. Сапоги берем обувь демона. Даже с синим бафом ей не хватает маны, потому что нужно постоянно расставлять ловушки и спамить стан. Без ботинок на реген придется часто возвращаться на базу. Вторым предметом я обычно собираю звездный осколок. Он даст дополнительный реген маны, магический вампиризм, который для Селены также очень важен. И она может быстро настакать этот предмет, получив еще больше урона. Плюс ко всему, лес можно будет забирать практически мгновенно, так как с этим предметом урон по крипам увеличивается на 50%. Охотничий нож при этом нужно будет купить вручную первым предметом. Вообще, практически все ассасины начинают свой фарм с синего бафа, в редких случаях с красного. Поэтому охотничий нож мы в любом случае всегда будем брать первым предметом. Следующим предметом собираем косу бедствия. Этому герою важен высокий единовременный урон. Коса бедствия пассивкой наносит чистый урон во время базовой атаки, после применения любого навыка. Плюс к этому немножко увеличит скорость передвижения после нанесения чистого урона. Жезл молний. Собирается по той же причине. Он также увеличивает единовременный урон и позволяет еще быстрее уничтожить вражеского героя. Следующими предметами мы собираем опционально. Либо ожерелье заточения, он же антихил, либо божественный меч, либо священный кристалл. Давайте разберемся, в каком случае что собирать. К примеру, в игре такая ситуация. Во вражеской тьме Кормила и Эсмеральда. Чтобы законтрить отхил Кормилы и получение щитов Эсмеральды, следующим предметом нам придется собрать антихил, то есть ожерелье заточения. Этот предмет пассивкой уменьшит отхил и получаемые щиты врагов в 2 раза. Рассмотрим другую ситуацию. Во вражеской тьме много тонких персов, например, 2 стрелка и 2 мага. В этом случае будет резонно купить священный кристалл. Он максимизирует урон, и ты сможешь за мгновение выносить врагов. Кроме добавления магической силы, он пассивкой увеличивает магическую атаку от 21 до 35%. В зависимости от твоего уровня. Чем выше уровень, тем, соответственно, будет выше бонус по 1% за уровень. Или третья ситуация, одна из самых неприятных. Во вражеской тьме 2 толстых танка и жирный боец, которые к этому моменту уже успели собрать щит Афины, чтобы защититься от твоих магических атак. В этом случае мы собираем божественный меч. Если у твоего героя будет более 70% хп, то ты будешь игнорировать 70% магической защиты противника. И защитные предметы станут практически бесполезными. Главное тут следить за своим хп, потому что если оно будет ниже 70%, то игнорировать мы будем уже только 40% магической защиты. Следи за предметами, которые собирают враги, и отталкиваясь от этого и от сетапа врагов, покупай нужный в данной ситуации предмет. А если какой-то из этих 3 предметов не нужен, опционально можно собрать часы судьбы или зимний жезл. Для чего и когда собираются часы судьбы? Классически часы судьбы собираются сразу после жезла молний. И этот предмет дает много маны и хп, плюс он усиливается со временем. Так как пассивка жезла молний наносит урон в зависимости от твоих показателей маны, то эти 2 предмета отлично дополняют друг друга. И с часами судьбы ты неплохо увеличишь свою выживаемость. Давайте теперь рассмотрим оставшихся магических ассасинов. Карина. Начинаем со звездного осколка, который при желании можно заменить на убийцу зверей. И этот лесной предмет даст нам много защиты как физической, так и магической. Кроме этого, так же как со звездным осколком, мы сможем применять возмездие на врагов, замедляя их на 70%.
И бонусом получаем еще одну пассивку, которая будет замедлять врагов на 30% и наносить им немного урона при получении дамага нашим героям. Так как Карине маны хватает, то сапоги собирают на магическое пробитие. Дело в том, что базовая магическая защита есть у всех героев. Поэтому с помощью этих сапог мы увеличим наш урон со способностей. Затем собираем косу бедствия. Третьим предметом – концентрированная энергия. С ней мы еще больше увеличим свою выживаемость за счет похищения жизни со способностей и от убийства героев. Плюс сам этот предмет добавляет много хп. Далее берем священный кристалл для увеличения урона и божественный меч, если враги успели собрать много магической защиты. Если же божественный меч не нужен, его можно заменить зимним жезлом. Например, чтобы защититься от высокого единовременного урона, типа ульты Иксборга, или от фокуса вражеской тимы. И этот предмет при активации позволяет войти в стазис на 2 секунды. Если этот предмет нам ни к чему, то собираем палочку гения. Она еще больше увеличит наш урон за счет увеличения магического пробития. С каждой последующей магической атакой пробитие будет усиливаться. Госсен. Начинаем точно так же, как на Карине. Ножик для фарма леса, затем либо звездный осколок, либо убийца зверей. Ботинки собираем на снижение кулдауна. Следующим предметом – коса бедствия. Священный кристалл и концентрированную энергию. А далее мимолетное время. С ним у ультимейта практически пропадает кулдаун после убийства противников. Опционально мимолетное время можно заменить на божественный меч. Ланселот. Сапоги берем на физическую или магическую защиту, в зависимости от сетапа врагов. Сапоги воина собираем против физдамагеров и автоатакеров. Они будут добавлять физическую защиту после автоатак противника. Прочные сапоги, кроме магической защиты, еще снижают время контроля на 30%. Эти сапоги будут эффективны против магов и героев с контролем. Мачете хищника. И этот предмет будет использоваться на ассасинах с физическим уроном. Так же, как и остальные лесные предметы, он прокачивается от убийства лесных монстров. Плюс иногда от автоатак он будет замедлять врагов и наносить им чистый урон. Вдобавок, он дает физическое пробитие, и с ним намного быстрее и выгоднее фармить лес. Ну и естественно, с ним возмездие можно будет применять на героев, замедляя их и нанеся немного чистого урона в течение 3 секунд. Далее собираем бесконечную битву. Это один из самых универсальных предметов в игре. Несмотря на то, что его пассивку немного нерфанули, он все равно очень эффективный. Пассивкой он наносит чистый урон противнику после применения способности героям, а способности Ланселот применяет часто. Также этот предмет дает кучу всевозможных статов. После бесконечной битвы собираем клинок 7 морей. У этого предмета пассивка также наносит урон в зависимости от твоей физической атаки. Но есть одно но. В отличие от бесконечной битвы, он нанесет урон только один раз, если твой герой не находился в битве в течение 5 секунд. Клинок отчаяния. Этот предмет дает очень много физурона, тем самым усиливая пассивку бесконечной битвы и клинка 7 морей. А если у врага хп падает ниже 50%, то ты дополнительно получаешь плюс 25% физатаки. В общем, после сборки этих 3 предметов, твой урон взлетает до небес. Шестым предметом, как правило, собирает бессмертие. Для воскрешения после смерти. Кулдаун на воскрешение 3 минуты. Но также можно собрать и золотой метеор. Он еще больше повышает твою атаку по сравнению с бессмертием. И при этом даст магическую защиту и щит, поглощающий твой урон, когда твое хп опустится ниже 30%. Хаябуса. Мачете хищника. Сапоги на скорость атаки или на защиту. Затем те же предметы, что у Ланселота. Бесконечная битва, клинок 7 морей и клинок отчаяния. Финальным предметом берем бессмертие
или топор кровожадности, чтобы отхиливаться со скиллов и ульты. Сабер. Та же самая сборка, за исключением топора кровожадности. Он Саберу не нужен. Вместо него собираем либо Золотой Метеор, либо Бессмертие, либо Крылья Королевы. Защитный предмет, который уменьшает получаемый урон в 2 раза на 5 секунд, когда здоровье падает ниже 40%. Кулдаун этого эффекта 50 секунд. Наталья. Сапоги берем на скорость перемещения. Если нас не атакуют в течение 5 секунд, наша скорость передвижения увеличивается. Эти сапоги помогают Наталье перемещаться от куста к кусту, не выходя из невидимости, и эффективнее роумить по линиям. Наталья не фармит лес. Она постоянно роумит и ганкает вражеских героев, поэтому мачете хищника ей не собирают. Вторым предметом собираем клинок Семи морей, чтобы наносить высокий единовременный урон с самого начала игры. Затем берем ярость берсерка, предмет, который обеспечивает нам высокий критический урон, плюс увеличивает физическую атаку на 5% после нанесения крита. Следующим предметом собираем бесконечную битву, и после багровый призрак, и этот предмет прекрасно дополняет ярость берсерка. С этими двумя предметами мы практически всегда будем критовать. К тому же багровый призрак пассивкой от критов увеличивает нашу скорость атаки. Финальный предмет – клинок отчаяния. Ханза. Какие только сапоги Ханза не собирает. Вторым предметом мачете хищника. Меч охотника на демонов. Этот предмет наносит 9% от оставшегося здоровья противников. Второй скилл Ханза в форме демона наносит урон по площади. При этом срабатывает эффект автоатаки. Поэтому меч охотника на демонов усиливает урон с этой способности. Но его стоит собирать только если в команде врага много жирных героев, типа танков и бойцов. Если толстых героев нет, то стоит сразу начать со сборки косы коррозии. Ее пассивка также работает со второго скилла Ханза в форме демона. А пассивкой этот предмет с вероятностью в 50% замедлит врага на 30%. Плюс к этому она пассивкой увеличит твою скорость атаки. Клинок Семи морей также нанесет урон по площади при использовании второго скилла в форме демона. Бесконечная битва не будет наносить урон по площади со второго скилла в форме демона, но все же увеличит наш единовременный урон. Удар охотника. И этот предмет добавит нам урон и физ пробития. Но куда важнее, что его пассивка увеличит скорость передвижения на 30% на 3 секунды. А Ханза очень сильно не хватает именно скорости передвижения для комфортной игры. Причем ускорение с этого предмета срабатывает не только с автоатак, а также со второго скилла в форме демона и второго скилла в обычной форме. Поэтому этот предмет можно собрать намного раньше. Хелкард. Мачете хищника и сапоги спешки. Затем сразу клинок отчаяния, чтобы максимально усилить урон со второго скилла. Бесконечная битва, чтобы реализовать физическую атаку от клинка отчаяния, плюс сам по себе предмет дает много статов. Финальными предметами собираем багровый призрак и ярость берсерка. Фанни. Мачете хищника. Сапоги берем либо на физ-защиту, либо на магическую защиту, в зависимости от того, против кого играем и как много контроля во вражеской тиме. Топор кровожадности – основной предмет для Фанни. С его помощью мы будем отхиливаться от скиллов. Клинок отчаяния. Далее собираем предметы на защиту. Щит Афины для магической защиты или Золотой Метеор. Крылья Королевы для снижения урона или Бессмертие. Линк. Так как Линк прекрасно передвигается прыжками по карте, ботинки ему не собирают. Начнем с мачете хищника. Бесконечная битва вторым. Третьим собираем ярость берсерка, чтобы увеличить его криты с пассивки. Далее клинок Семи морей и клинок отчаяния. Финальным можно собрать крылья королевы или бессмертие.
Это сборки и предметы для всех убийц. Не обязательно использовать сборки один в один, как я предложил. Ты можешь комбинировать предметы под себя, тем более теперь ты знаешь, как они работают. Спасибо за просмотр, подпишись на мой канал. И всем пока-пока.